друзья, с вами Анна Новикова, онлайн-таролог, и это свежий выпуск рубрики Ошо Дзен Таро в деталях. И сегодня мы с вами обсудим карту Дурак. Мне кажется, во всех колодах Дурак читается одинаково и даже называется одинаково. Ну, где-то, может быть, Шут, а в египетской традиции он вообще называется крокодил. Но как бы там ни было, Дурак одна из самых простых для чтения карты. Опять же, по моему мнению, у вас может, конечно, быть несколько по-другому. Как видите, это старший аркан, обозначается он цифрой 0, да, это как посыл к новому началу, каких-то наработки новых знаний и так далее. Опять же, я не могу назвать эту карту там динамичной или статичной. Можно, конечно, сделать намек на динамичную, все-таки здесь Дурак движется, но здесь это не играет такой ключевую роль. Цветовая гамма такая у нас насыщенная, разнообразная, обратите внимание, да, на одеяние Дурака, оно радужных оттенков, да. Не забывайте, радуга у нас означает именно накопление потенциала, то есть большой потенциал, когда очень много каких-то граней, таланта и так далее. То есть это одежда на дураке, то есть это не где-то какое-то полотно висит, да, радужное, а на нем, то есть в нем заключены все необходимые навыки, все таланты, которые он может применить в жизни прямо сейчас. Идем в деталях дальше. У него в руках белая роза. Но белая роза — это всегда, конечно, невинность, это, значит, истинная любовь, вот это вот стремление к божественному, конечно же, это интуиция, воодушевление и так далее. То есть здесь у нас Дурак идет, держа воодушевление в руке, да, то есть перед собой, как некий знак, что он идет не просто там, ну, действительно, как дурак, как шизофреник какой-то, да, а у него есть некое устремление, да, устремление к божественному, что он не просто наивный какой-то дурачок, да, а он твердо знает и верит, что какой бы он путь ни выбрал, он будет правильный путь. На этом пути он получит необходимое количество опыта, и все это будет под знаком именно божественного устремления. А дальше у нас здесь зарождающийся полный месяц, как вы видите, да, это, ну, растущая луна, или, проще говоря, это новое начало новых дел и так далее. Очень часто карта отыгрывается как начало нового периода жизни, или в качестве совета может отыграться дело уже хоть что-нибудь, и желательно пусть это будет что-то новое. Старые методы оставим, да, можно побурагозить, можно какие-то новые, непривычные тебе методики использовать. Дальше, как мы видим, он якобы падает с пропасти, но упасть в пропасть — это еще не значит, что в пропасть. Как мы видим, вот здесь стелется дорога. Посмотрите на карту внимательно. Может быть, он упадет там 40 метров, да, а может быть, он вообще тут сорвется, там 1,5 метра каких-то и пойдет по этой дорожке себе спокойно, да, то есть путь он есть. То есть нужно только не бояться, да, где-то оступиться, может быть, нарушить привычный ход вещей, а путь все равно появится, никуда не исчезнет дорога. То есть вы не будете находиться в какой-то прострации, если будете продолжать идти вот с цветком божественного устремления. Еще здесь облака. Облака — это некие наши, ну, это все, что касается деятельности ума. Это могут быть некие иллюзии, да, или какие-то ложные ориентиры и так далее. То есть облака здесь показывают, что вот эти самые надумывания, какие-то, может быть, иллюзорные планы или цели, они могут несколько прикрывать ваш путь, да, то есть вы можете не всегда видеть, где дорога стелется, где у нее повороты и так далее. То есть тут прям очень легко читаются, да, такие акценты, как старайтесь там, когда вы выстраиваете путь, не ставить себе сразу каких-то грандиозных целей, да, или каких-то незабываемых планов и так далее. Стремитесь вот трезво смотреть на происходящее, да, жить здесь и сейчас и так далее. Ну, падаете вы, ну, хорошо, это значит необходимый опыт нарабатывать. Такая очень говорящая карта. Обычно в любви она, конечно, отыгрывается двояко. Если человек холостой, то, ну, собственно говоря, радуйся, что ты холостой, да, тебе как бы сейчас не очень-то актуально любовью заниматься, как говорится. Если проблемы в отношениях, то карта может читаться как эти проблемы даны как некий способ для обновления в отношениях. Да? То есть, чтобы вы не сидели уже там, взявшись за ручку и думать, ну, когда там все само с собой исправится. Нет. А для того, чтобы вы начали уже делать что-то новое. Не забывайте, начали новый период жизни. Если проблем в отношениях нет, то это все равно может указывать на некий переходный период, когда для вас будет в паре что-то непривычным и так далее. Ну, понятно, в работе это смена деятельности, возможно, это будут какие-то новые установки, могут быть новые обязанности, появиться новые проекты, новые озарения там, и так далее. Но это еще может быть в качестве совета, не бойся перемен. Если хочешь менять работу, ну, кто тебе запрещает, да? В деньгах чаще всего это сейчас не планируйте ничего в деньгах вообще. То есть действуйте по наитию. Если вы чувствуете, что сейчас можно вложиться там, в развитие какого-то проекта, это вкладывайтесь вы, да. Если вы хотите сейчас взять кредит, ну хотите берите, не хотите не берите, какая разница, да. То есть эта карта в первую очередь о легкости, о игривости, может быть даже о каком-то авантюризме и
таком, знаете, легком отношении, что я не буду ставить сейчас какие-то там планы, я не буду ставить такие четкие себе ориентиры, я вот пойду по наитию, да, я все равно верю, что я под защитой Бога, да, то есть он меня все равно направит по нужному мне пути и поможет мне не свернуть, как говорится, не туда. Что касается здоровья, то здоровье здесь вполне себе хорошее. Очень часто дурак – это некая молодость, и причем, может быть, даже молодость не по годам, знаете, когда могут быть такие, ну, просто взрыв сил, когда их вдруг появляется много, да, то есть некая такая энергичность, все вы можете сделать, на все вам хватает сил и времени, и желания в том числе. Ну, а в духовном состоянии вы уже поняли, здесь, конечно, главное вот это ощущение легкости. Не надо никуда торопиться, можно вот делать то, можно делать это, можно не делать, без разницы. То есть это не привязанность к будущему, запланированному будущему, да, не привязывать к каким-то результатам. То есть дурак это не тот человек, который поставил цель и сказал: все, я добьюсь, ничего не знаю. Дурак это тот человек, который сказал: я пойду туда, куда меня свыше поведут. Да, это, может быть, будет непривычно, это будет странно, может быть, будут какие-то неожиданные повороты, но я все равно пойду, почему нет? Это же мой путь, это мое развитие, мое стремление к божественному началу. Очень простая карта. Давайте теперь посмотрим, как она отыгралась в раскладе. Что сегодня мы работаем с картой «Дурак». Вопрос, который я задала картам: по каким причинам наш клиент испытывает апатию, нежелание что-либо делать. Сразу обратим внимание на вот этих 3 карты, какие они здесь: серые, угрюмые, и которые не обещают ничего такого приятного, да, но у нас здесь есть такой приятный хвостик. Начнем вот с печали. Если внимательно посмотреть на эту карту, то здесь можно увидеть звезды над головой печалящегося человека. То есть сразу можно сказать, что наш клиент просто чего-то не замечает. Он просто погрузился в свое состояние, нестояние, да, то есть самоедство, может быть, самобичевание, когда вот у меня апатия, у меня стресс, ах, боже мой, какой я несчастный, да, вместо того, чтобы развернуться на 180 градусов, посмотреть, задрать голову к небесам, увидеть, какой прекрасный мир, да, сколько еще всего можно сделать. Но вместо этого человек живет в каком-то иллюзорном будущем, когда-нибудь станет лучше, когда-нибудь станет круче, я смогу себя реализовать в полной мере. То есть причина апатии, в первую очередь, в том, что человек свыкся с этой апатией и сидит, ничего не делает в ожидании, что когда-нибудь станет лучше. Ничто это всегда обновление или некое обнуление. То есть человек сейчас пребывает в том состоянии, когда его свыше буквально загнали именно в такие условия, когда ему надо пройти внутреннее очищение, когда ему необходимо все в голове своей вышвырнуть, да, ненужные какие-то установки, иллюзии, заблуждения и так далее, и начать новый период жизни. То есть его состояние, оно обусловлено и его внутренними неправильной установкой, и некими задачами свыше. Так что причина апатии нашего клиента двойственна. Это и его состояние внутреннее, и некие задачи, которые предопределены свыше в качестве проработки, да, и избавления от ненужных установок. Это нежелание начинать новое, да, то есть страх перед будущим, страх перед тем, а что сделать, а как сделать, а там неизвестно, а там черное ничто, да, и неумение ценить свой опыт. То есть, обратите внимание, мы читаем именно причины, по которым человек испытывает апатию. Не что сделать, чтобы разрулить апатию, а причины. Конечно, отчасти это можно сразу прочитать как совет, чтобы разрулить. Да? Тут по каждой карте можно совет разрулить. Но именно причины. То есть здесь мы уже поняли. Дурак – это нежелание начинать новое, да? Страх перед тем, чтобы вообще что-то сделать, пожалуйста, да, как они отыгрываются. Здесь живет в каких-то иллюзорных мечтах, да, а здесь, потом, когда-нибудь потом. Начинать-то страшно, вдруг я упаду, да. И невинность – это всегда какой-то опыт, это умение ценить, что имеешь, в том числе не только вот материального плана, да, я отучился в школе, в университете, но и духовного плана, то есть то, что когда-то уже успел наработать, да, что-то понять о жизни, о себе, то есть умение ценить себя как зрелую, самодостаточную личность. Человек себя не ценит, по сути. Вообще можно обратить еще внимание на то, что у него перевес старших арканов, то есть это, так можно сказать, долбят человека свыше, типа, окстись, посмотри, что ты творишь со своей жизнью. То есть дурак в данном случае у нас отыгрывается именно как нежелание начинать новое, страх перед будущим, страх применить свой потенциал, который заключен, да, здесь, страх упасть, ошибиться, сделать что-то неправильное. Вот такой расклад.
Поняли, как читается карта Дурак? Как видите, достаточно говорящая карта. Если у вас эта карта отыгралась каким-то своеобразным образом, или у вас есть какие-то трудности в понимании этой карты, напишите мне, все контакты в конце этого видео, а также под ним. И спасибо, что вы смотрели этот выпуск. Подписывайтесь на мой канал, чтобы первым смотреть свежие видео, и держите со мной обратную связь. Всем счастливо и успехов в работе с колодой Ocean Center.